Представители знака зодиака Лев, приветствую вас. Второй расклад. Что прояснится или какая правда откроется и что за этим следует, что будет дальше. Второй прогноз. Цыганский старинный пасьянс. Ближайшие события. Второй на неделю с 31 марта по 6 апреля. Давайте узнаем подсказки карт на события ближайших дней, ближайшего будущего, с чем это будет связано. И, конечно, останемся реалистами. Любой прогноз или расклад – он не расскажет о личной истории каждого из вас. Но мы не выносим вердиктов, мы вместе размышляем, предполагаем и допускаем развитие альтернативных вариантов событий. Давайте узнаем, что же нам подскажут карты цыганского пасьянса. И они как раз о событиях. Итак, события ближайшего будущего, события ближайших дней для львов. С чем это будет связано? Я же вас хочу пригласить на свой сайт. И статью, которую я опубликовала, уже она будет в доступе с 26 марта. Я оставлю ссылку в описании под видео. Статья называется «Лилит. Черная луна в Скорпионе» с 27 марта по 30 декабря. То есть вот эти энергии, а это все то, что тайно, это то, что мы где-то сами скрываем. Как это будет ощущаться вами, мои дорогие львы, вот достаточно не такой короткий период до конца года. Будет, может быть, во многом определять ваши позиции, чем вы будете заниматься. Поэтому, кому интересно, я приглашаю на свой сайт. Напоминаю, с 26-го, потому что временно там хостинг уведомил, что доступа не будет из всех стран, как бы только с Беларуси. Итак, мы с вами идем вперед. И вот смотрите, у вас совпадает корабль. Понятно, один из символов Меркурия – это какая-то информация, это может быть действительно как что-то откроется, может быть в виде предложения, может быть даже какая-то фраза, которую вы услышите, или решение ключевой персоны, или важного человека в вашей жизни. Здесь и ваше может быть решение, но к чему все идет, если мы говорим, это исполнение желаний. Поэтому какое-то исполнение желаний карты вам уже обещают. И у кого-то это может быть то желание, это не есть что-то глобальное по этой карте, хотя я могу допустить и такое, потому что у кого-то это может быть связано с поездкой, с переездом, смена графика работы, ну, самые разные направления. А у кого-то из вас это просто дома, какие-то бытовые добрые новости или то, что у вас получится осуществить. Это то, чем вы остаетесь довольны. Поэтому желание какое-то исполняется. Правда, у кого-то еще и гости. Возможно, это вы поедете к кому-то в гости. Но, может быть, и гости к вам. Вы кого-то ожидаете. Давайте посмотрим, что нам еще расскажут. А вот смотрите, гости, узел. Это сильная связь. Есть, значит, какое-то лицо, которое действительно ключевое. У вас в этом квадрате практически совпали сразу несколько значений, как и гости, весы. И в этой колоде это наши сомнения. Или когда мы пытаемся удерживать равновесие. Да, мы понимаем, что ну, нам не все нравится. Но позиция сейчас именно такова, что обстоятельства вам приходится учитывать. И хоть вы на данный период времени не можете пока сделать какой-то вывод, но вы понимаете, что для чего-то, к примеру, вам нужен этот человек, вам нужна эта группа людей, вам нужна эта, может быть, работа. Пусть это совпадает с гостями, но можно ведь и не воспринимать буквально. Может быть, вы просто оказываетесь как в новом социуме, и вы слышите какие-то новости или контактируете с конкретными людьми и понимаете, что да, вот эти контакты мне следует продолжать. Но вот череп – это наши переживания. Это наше внутреннее состояние, которое не свидетельствует абсолютно ни о какой внешней ситуации. Это только лишь, ну, где-то на уровне, может быть, интуиции. Или, знаете, как вот этот баланс между тем, что вы хотите осуществить, и как в данный момент складываются обстоятельства. То есть пока что-то не стыкуется, но это абсолютно точно есть смысл продолжать, потому что вот эта связь, когда выпадает в этой колоде карт,
Значит, это то, что нам может оказать какую-то помощь, поддержку в лице любых людей, может быть, через какой-то период времени. Поэтому, ну, где-то не будьте с предосуждением к некоторым людям, которые даже вам, предположим, не нравятся. Может быть, вы сталкиваетесь по работе, какой-то разговор банальный, и вам он не нравится. Вам не нравится позиция человека. Или вам что-то говорят, на вас, кстати, могут пытаться так это, ну, давить, я такое могу предположить, хотя ни одна карта об этом не говорит, но вот теперь у нас выпадают еще и цепи, это тоже сердечная тяжесть. Опять же, сродни вот этого черепа. Нет конкретики, но наше восприятие таково, что мы не можем с этим согласиться и в то же время понимаем необходимость баланса, нет другого выбора. Вот какая-то подобная ситуация, ну, в конечном-то итоге у вас ведь исполнение желаний. Ну, наверное, терпение, труд все перетрут, а кроме того, дипломатия побеждает самые спорные вопросы. Помните об этом, потому что у вас выпадает как и корабль, мои дорогие львы, так еще и одновременно у вас будет совпадать значение свеча. Это спокойное течение жизни. Значит, вот какая-то неразбериха, может быть, шаг за шагом, день за днем, но она э, заканчивается или она со временем как-то проясняется. Не торопитесь с места в карьер одним махом расставить все по местам. Наверное, не на этой неделе, это факт. Идем дальше. Что же нам еще расскажут? Тут что-то важное у вас на кону. Это не будьте непримиримыми, как я сказала, абсолютно точно, потому что есть возможность что-то и упустить. И есть возможность также и где-то прошляпить что-либо. Будьте внимательны к своему окружению. Держите, одним словом, руку на пульсе. Ну, это только фраза такая. Это и не имеется буквально, когда мы контролируем то, что происходит вокруг. А тут еще нужно контролировать то, что вы слышите и каждого человека, потому что выпадает змея. И в этой колоде это где-то обман. Это те люди, которые могут словно затаиться, наблюдать за нами, не высказывать свое мнение или не высказывать с нами несогласие, не оспаривать что-то, а вот именно затаились. Они ждут подходящего момента. И поэтому это значение можно в равной мере перенести и на вас. Если видите какие-то есть неопределенности, затаитесь и вы. Некоторые маски, значит, вам тоже могут помочь, потому что еще что-то, как я сказала, не предопределено. И согласитесь, в нашей жизни бывает такая путаница или такие конфузы, когда мы были уверены в одном человеке абсолютно, а потом время проходит, а он нам раскрывается совсем не с той стороны, как мы предполагали. Но бывает и наоборот, когда мы были, ну, где-то предубеждены в отношении отдельных персон. И в самый такой критический момент, когда вот именно нужна или нужны те люди, которые очень здравомысляще оценивают ситуацию и не вашим и нашим, а которые сильны в своей позиции. И вот иногда такие люди, когда мы даже могли о них думать где-то со значением минус, а здесь они проявляют твердость. Вот поэтому что-то подобное вы еще пока не можете в полной мере оценить, как относиться к тому или иному человеку, или как будет продвигаться то или иное дело, решаться тот или иной вопрос. Поэтому искусство мелких шагов. У вас на кону солнце, мои дорогие львы, и поэтому это какое-то дело, может быть продолжение отношений, ключевого партнерства по работе, по бизнесу. Это то, что для вас будет иметь значение практически до конца года. Где-то себя сдерживать, может быть, и придется. Не всегда это нам нравится, но порой это единственная тактика, которую нам диктует жизнь. И хоть требует эта тактика от нас максимального напряжения и полного восприятия, сознания того, что и говорят, и происходит, но тем не менее это приносит свои положительные плоды. Пока я с вами говорю, смотрю, что еще могло совпасть, поскольку мы можем в этом пасьянсе сложить те карты, которые по краям, горизонталь и вертикаль. Но я не вижу совпадений, и поэтому мы идем с вами дальше.
А нет, вижу совпадение, прошу прощения. У вас такое прекрасное значение совпадает. Вот этот квадрат, да, где я сказала и сомнение, и неуверенность. И вроде бы же есть, вот всегда, когда выпадает этот бокал, это, знаете, какие-то перспективные разговоры или приятные встречи. И пусть вот этот узел именно проигрывается не те, как гости, личные наши гости приезжают к нам домой, а это некоторая общность людей, с которой вы будете контактировать на эту неделю. У кого-то так проиграется. Но тут действительно себя где-то надо взять самого под контроль, потому что на кону добрые перемены. Когда совпадают часы, вот это значение, это все то, что ведет к добрым переменам. И поэтому дважды, трижды, наверное, несмотря на сердечную тяжесть, может быть, и на какие-то ваши шаблоны или ваши предубеждения, все равно баланс держите, потому что для вас что-то будет складываться со знаком плюс, причем добрый. И здесь не совсем мы можем оттолкнуться от наших амбиций. И я бы сказала, вообще не про амбиции вся неделя, но тогда сбываются ваши мечты, может быть, шаг за шагом. И в конечном итоге до конца года вы многое что сумеете реализовать из своих планов. Хорошо, идем вперед. Итак, что же прояснится, какая тайна откроется? Может быть, это известие. Вот с чем это будет, правда, связано? Нам где-то об этом и говорят. Корабль, символ Меркурия, говорит и о даже каком-то информационном потоке большом. Но среди этой разрозненной информации будет что-то ценное. Так вот, что же прояснится? Какой вопрос? Какая сфера жизни? Неожиданность или неожиданные события? Добрые события, мои дорогие львы и львицы, что вас приятно удивит или обрадует? Так что же будет дальше, если мы говорим, что прояснится и что будет дальше, к чему все идет? Достанем карту сферы достижений, труд, деньги, личная жизнь и любовь. Давайте узнаем, какая правда откроется. Вы на что-то решитесь. Правда, может быть, это вы куда-то поедете или к вам, как гости, да? Мы, кстати, по восьмерке кубков в этой колоде можем даже уйти по-английски. Как будто вот эти все кубки пустые, вот так аккуратно, обратите внимание, приведены в порядок, составлены. Не на каждой карте это продемонстрировано, часто они валяются как попало. Карта нам хочет сказать, что ты как подводишь какие-то итоги, все точки над «и». Или расставишь все по местам. И уже как будто даже не хочется оборачиваться назад. И пусть впереди, обратите внимание, человек уходит, он словно из грота выходит или в каком-то пространстве между скал. Впереди море темное, вечер, если не ночь, и луна. То есть еще какие-то тысячи неопределенностей, они есть впереди. И вы это, ну, достаточно здравомысленно оцениваете, вы на что-то решаетесь. И по восьмерке кубков мы не хотим именно оглядываться назад. Почему? А нет там ничего интересного. Наверное, все пасьянсы разложили, и все партии в шахматы вы уже сыграли. Теперь вам отсюда только вперед. Поэтому по части у кого-то будет конкретно переезда, поездки или завершение, может быть, ну, каких-то отношений. Не обязательно это будет. У нас про ключевых партнеров нам как раз говорят, что, скорее всего, тут что-то будет продолжено. Но с учетом восьмерки кубков, это когда вы, может быть, сами будете принимать решения по поводу конкретного человека. Ну, или, опять же, по поводу работы. Но и, знаете, это своего рода освобождение. Если прежде мы вынуждены были, может быть, сидеть на двух стульях, приходилось нам где-то соглашаться, то теперь мы ясно видим, к чему же это все идет. Сейчас мы с вами откроем карту, к чему все идет. Но, видимо, не сразу. Вот эта вот восьмерка кубков. Не в один момент, не в один день какое-то решение вы примете на этой неделе, сообразно той информации, может быть, или предложению, или оценке общей ситуации, когда вы что-то все же продумаете. И вот это легкость на душе, когда нас уже ничто не тянет назад. Правда, вы, мои дорогие львы, какие-то гештальты свои очень полноценно закрыли. Так вот, к чему же все идет? Что будет дальше?
Вы знаете, тут может быть связано вот этот узел, который говорит о прочной связи, прочных контактах, надежных партнерах. И, может быть, это один человек, а по королю Пентакли это и есть один человек. Да, я должна сказать, король Пентакли– великий материалист. Он также и практик. У него сложновато с вдохновением, мои дорогие. Но в плане надежности полный порядок. И это может быть кто угодно, как мужчина, так и женщина, потому что мы рассматриваем карту именно по ее энергиям, не по полу отнюдь. И я так вижу, у кого-то может быть как смена партнера, у кого-то может быть и смена, может быть по работе. Но есть какие-то перемены. Возможно, вот этот король Пентаклей, к чему все идет, это ваше положение, это ваш новый статус. Когда вы захотите работать сами на себя. Или когда вы захотите делать карьеру. Иными словами, откуда-то ведь к нам приходят деньги. И вы понимаете, рост карьеры или рост моего личного бизнеса, моего личного дела, это будет и рост моих доходов. И значит, больше независимости. И по королю Пентаклей независимость она тоже проходит. Но король Пентаклей такая мудрая карта, потому что король Пентаклей никогда не противопоставляет себя кому-то. И это не значит, что он на соглашательстве каком-то строит сам себя или свое благополучие. Нет, как раз совсем наоборот. Но он и не устраивает какую-то конфронтацию. Он умеет со всеми договориться. Почему? А потому что выгодно. Вот поэтому к чему все идет? К какой-то вашей выгоде в том или ином формате все идет. Давайте мы тогда с вами узнаем, что же в плане неожиданностей или неожиданных событий. Ну, вот правда, праздник есть конкретно. Этот кубок может означать исполнение желаний или то, что вы с кем-то встречаетесь на этой неделе. Или к вам кто-то, как я говорила, приезжает, или вы куда-то отправитесь, но есть вдохновение по этой карте. И для вас есть то, что, может быть, вы можете переложить на последующий какой-то свой период. Потому что есть в этой карте именно, как мы разделяем праздник с друзьями. Мы не сами по себе радуемся, а есть или существует, может быть, как один человек или какая-то группа людей, когда один с другим взаимодействует в каком-то более приятном ключе. Или когда вы разделяете радость, или когда вы и еще кто-то вместе с вами оценивает ваши намерения, мечты и искренне способен радоваться за вас, мои дорогие львы. Давайте узнаем, а что же за добрые события, что вас приятно удивит. Ну вот я говорила по первому квадрату, который у нас совпал, что с одной стороны нам что-то не нравится, да. И в этой колоде принцесса мечей это прообраз Медузы Горгоны. И Медуза Горгона в мифологии. Кому интересно, вы можете найти статью на моем сайте. Я подробно не останавливаюсь, прочитайте, потому что, по сути дела, это великий оберег, но это также и мощный символ, который символы некоторые приходят в нашу жизнь, а некоторые исчезают навсегда, то этот из глубины веков, и никто не знает, когда же он появился в конечном итоге. И я тоже пыталась этот вопрос узнавать, будучи в Сицилии. Почему? Потому что на флаге именно Сицилии изображена голова медузы Горгоны. И в центре Трискеля 3 бегущих ноги. Так вот это мощный оберег против обездоленных, против несправедливости, против обмана. Это когда-то очень давно даже воины наносили на свои щиты, и они свято верили, что вот этот прообраз, он отпугивает, отпугивает недруга или как-то устрашает, одним словом защищает. Поэтому нам карта говорит о чем, если мы говорим или спрашиваем, что же вас приятно удивит. Вы будете под защитой. Причем эту защиту вы должны организовать сами, себе. И пострадала у нас Медуза Горгона, прекрасная дева, из-за того, что она была чересчур наивна и доверчива. Поэтому нам может что-то не нравиться, как я говорила. А обстоятельства таковы, что нам приходится удерживать баланс. И при этом мы не можем соскользнуть ни в одной из эмоций, как и в плюс, так и в минус. Правильно оценивать ситуацию. Я говорила, змея. Мы должны не доверяться никому, но не транслировать это. Поэтому, мои дорогие львы, вам придется быть искусственными актерами. И если вы даже за собой никаких чудейств, лицедейства никогда не отмечали, но тем не менее некоторые маски одевать
будет себе во благо, потому что не все однозначно на этой неделе. А может быть, вот это исполнение желаний вам еще придется удерживать какое-то время и буквально быть гибче, если не сказать хитрить, надеяться сам на себя, или точнее сама на себя. Но, по крайней мере, вы придете к выводу, причем такому твердому, что именно какая-то вот такая стратегия и тактика может быть новая, она мне помогает на все 100%. Поэтому вот интересно очень, что вам помогает или доброе событие. Может быть, кто-то буквально в таких энергиях уже находится какое-то время, и тогда вы себя поблагодарите, что на что-то вы не согласились. Или как-то вы очень красиво вышли из запутанной ситуации или сложного положения, сложных людей, токсичных людей. Но дипломатия буквально во главу угла может быть помещена с учетом того, что вам выпадают весы. А весы– это равноценность какая-то. Поэтому взаимообмен в балансе вообще по поводу самых разных направлений или сфер вашей жизни– это как ваше все или основа всего, ваши достижения. Деньги есть, деньги будут. Тут и деньги приходят, это карта самодостаточности. И, кстати, если мы говорим, обратите внимание, вот в этой колоде карт мне она очень нравится, я ее люблю, потому что много символов, и даже цвета имеют свой символ. Так вот, наша прообраз или принцесса мечей, или прообраз Медузы Горгоны изображена достаточно бледная. И краски на лице играют, когда мы больше добавляем эмоций. И в девятке пентаклей тоже очень бледное лицо, беспристрастное, никаких эмоций. Никаких эмоций по части дел, по части доверия, по части то, что вы говорите, транслируете или на что вы соглашаетесь. И также это касается в отношении денег. Вам нужно что-то просчитывать и сохранять как и свою безопасность, так и буквально свои какие-то финансовые позиции. Но по этой карте у вас открываются новые финансовые возможности. Или, если мы говорим в разрезе просто недели, деньги есть, деньги будут. Личная жизнь. Ну что тут скажешь? У вас очень ресурсная неделя. И все карты вам дают совет переложить на более далекий период вот все эти энергии, все то, о чем мы с вами говорили, потому что Солнце– это то, что будет продолжаться, и то, что для вас играет в плюс, мои дорогие. И буквально посмотрите, непростая пусть карта принцессы мечей, как прообраз Медузы Горгоны, но выпадает под ней карта сила. И для вас, мои дорогие девочки, это ваша сила. Это где-то женская притягательность. И значит, противоположный пол может проявлять знаки внимания. Кому-то из мужчин может захотеться быть с вами в более близких контактах, быть с вами буквально поближе. Поэтому мудрые решения, держите марку, но договариваться придется. Нам изображен лев, и это, кстати, для всех, который подчиняется прекрасной деве. Почему? Он не чувствует агрессии. И опять же возвращаюсь вот к этой дипломатии. Она вам совершенно необходима. Люди, несмотря на то, что вы думаете, несмотря на ваше мнение, или то, в чем вы абсолютно уверены, или наоборот не уверены, транслируйте дипломатию. Транслируйте. Дипломатия– это не значит, что мы абсолютно со всеми соглашаемся. Нет, когда мы не согласны, мы никому ничего не доказываем. Мы красиво и элегантно отступаем полшага назад, и, может быть, кому-то мы не говорим и не да, и не нет. И тем самым можем для себя сохранить какой-то запасной аэродром и не создать конфронтацию, мои дорогие. Ведь это тоже во главу угла, это дипломатия. По сути дела, тот, кто владеет дипломатией, он находится всегда в более безопасном положении. И в этом ваша сила. Мои дорогие мужчины, эта карта может быть связана с личной жизнью, коль уж мы смотрим на нее. И есть в вашей жизни девушка, женщина, с которой вам хочется быть. Да, дипломатом тоже быть стоит, чтобы, но свои эмоции где-то не взяли вверх, куда-то не торопиться, потому что лев– это прообраз нашего эго, которое рвется наружу. Ну, мы уже много об этом сказали, что, ну, наверное, не просто на этой неделе, а на последующие 6-8 месяцев не время для таких ярко выраженных эмоций или насаждать своего мнения, или, может быть, даже где-то, ну, где-то ярко так, вот знаете, харизматично проявлять свой характер.
больше удается, когда вы где-то в тени. По крайней мере, на эту неделю это точно так. Но, может быть, есть та женщина, с которой хочется быть. И вот это притяжение, оно вас будет словно манить. Такое тоже могу предположить. Или банально, мои дорогие, сильная позиция решить какие-то домашние насущные вопросы, бытовые вопросы. Может быть, и банально у кого-то проиграется, когда есть дома дела. И значит, даже то, что касается обустройства быта или сделать жилье более комфортным, или провести какой-то мелкий ремонт, ну, наверное, все, что вы тут запланируете, все в вашей власти и все в ваших силах. Перекладывайте на себя, мои дорогие львы и львицы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.